Всем привет! С вами Станислав Любецкий, канал о ремонте и отделке. В сегодняшнем видеоролике я хотел бы вам поэтапно рассказать, как укрепить сыпучую стяжку под дальнейшую укладку напольной плитки. Поехали! Прежде чем приступить к работе, хотел бы заценить, показать стяжку, которую здесь залили. Не знаю, правда, кто, но заливали. Стяжка очень сыпучая, и изначально с заказчиком уже решили, будем укреплять основание, потому что это основание не годится для укладки напольной плитки. Здесь решали, как мы будем это все делать. Но пришли к одному выводу, у нас только стала на выбор одна пропиточка от Mapei. Это не реклама, это просто проверенная пропитка. Их на самом деле очень много на рынке, но я уже привык работать с этой пропиткой. Я в ней уверен, она держит и укрепляет основание. Если, допустим, такое основание загрунтовать, даже несколько раз, все равно такого эффекта не будет. Только пропитается верхняя часть, укрепится, сделается корка. Ну, в дальнейшем эта корка отскочит. На примере, как вот это вот, мы перед тем, как уложить настенную плитку, мы подготовили основание, пропылесосили, загрунтовали и приклеили сетку. Когда закончили укладывать настенную плитку, решили демонтировать наш образец. И в итоге как бы все показало. У нас клей остался, и клей, получается, снял верхнюю корку нашей стяжки. Ну, соответственно, это было бы через время с плиткой, так как здесь еще теплый пол. Поэтому, прежде чем приступить к работе, а точнее к пропитке основания, нужно его подготовить, убрать все маячки, пропылесосить основание, и можно пропитывать. Приступаем. Все подготовили, все пропылесосили. Маяки не заделываем. То, что осталось после маяков. Сначала нужно все укрепить, все пропитать. Для удобства за собой канистру не таскать. Лучше налить какую-нибудь, как я сделал, небольшую емкость. Там из-под грунтовки у нас было. И приступаем к работе. Смотрите, как впитывается. Для впитывания, для размазывания можно использовать такую вот макловицу. И начинаем распределять нашу эту жидкость. Не ждем, как грунтовку там высыхает. Мы ее пропитываем, потому что впитывается она очень хорошо. И у нее очень хороший
скажу вам так, расход. Вот, мажем. Главное только сильно не оставлять лужицы. Нужно все хорошо растирать, пить, как она где впиталась, там подливаем еще, еще и еще, пока она не наберет свое. Вот таким вот макаром. Можно, в принципе, валиком использовать, но валиком все вот эти вот нюансы хорошо не пропитаешь. Ну и в таком темпе все хорошо проливаем. Если нужно еще подливать, вот в таком темпе. На этом наш этап пропитки закончился. На 6 квадратов у нас получилось 24 литра. Расход не маленький. Мы делаем мокрый по мокрому, не даем засыхать. Наносим до тех пор, пока уже она начнет очень-очень медленно уже впитываться. Желательно одевать перчатки, кроссовки, чтобы не попало на руки, на ноги. Не оставляем больших скоплений, ну как лужи, чтобы их не было. Оставляем сохнуть 24 часа. Как высохнет, покажу результат. Друзья, всех приветствую. Прошел наш день. Мне не терпится показать, что произошло с нашим основанием, нашей сыпучей стяжки. Впечатления, конечно, я думаю, у вас тоже будут зашкаливать. Смотрите, вот такое вот у нас получилось. Она, кстати, даже немного поменяла цвет. Она стала темнее. Вот это место изначально, где уже очень много раз до этого проверяли, насколько она крепкая. Ну, как видите, какие ямы. Крепкого не было ничего. Теперь смотрите, что это уже просто пробовали с заказчиком. Смотрите, ничего не сыпется. Остаются такие белые полосы. Точно так же и здесь. И вот тут. Здесь тоже мы пробовали. Смотрите, что происходит. Стяжка не сыпется. Вот, точно так же вот тут. Видите, что образуется. Это основание уже годится под укладку напольной плитки. То есть укрепили, подождали. Сейчас после маяков, что у нас остались вот эти ямы, заделываем. Ну, я буду заделать плиточным клеем. Высыхает. Но на этом наша работа не останавливается. Мы не сразу будем укладывать
плитку напольную. А буду клеить еще сетку для более лучшего сцепления с основанием между плиткой и бетонной стяжкой. Желательно клеить всегда сетку на пол, если имеется при этом теплый пол. В тот момент, когда мы замешали плиточный клей для заделки наших ямок, оставляем клей, как по технологии, на 5 минут для того, чтобы замес дошел, потом его повторно перемешать. В это время можно взять распылитель или кисточку и немного увлажнить швы. Для этого мы делаем не жидкий клей, а более густой, чтобы не спадал со шпателя. И вмазываем тщательно, не просто наложили, замазали, нужно хорошо вмазать. Штробы мы замазали, ждем, тоже желательно хорошо подождать, чтобы оно все хорошо высохло. Ориентировочно пусть будет 24 часа. Придем, посмотрим, если подсохнет, приступаем к дальнейшим работам. Ну что, друзья, наконец-то мы подобрались к третьему этапу работ, то есть гидроизоляция. У нас с того момента прошло ориентировочно 24 часа, у нас все высохло, наши штробы были не особо глубокие. Поэтому кто-то, кстати, мог говорить, что, допустим, стяжку можно было укрепить жидким стеклом. Очень много роликов я смотрел по этому поводу, но тут еще суть в том, что после укрепления этой жидкостью стяжки у нее остается нормальная впитываемость. Сейчас я вам покажу. Потому что перед гидроизоляцией нужно увлажнить основание, затем приступать. Сейчас я вам все в процессе покажу. Набираем обычную воду. Кстати, если у вас после клея остались какие-то насечки от клея, можно это все шпательком аккуратно убрать, пропылесосить, затем приступать
приступать к увлажнению. Здесь у меня все уже подготовлено. Веником разравниваем по всему периметру. Сильно много не боимся налить, потому что даже если где-то будет стоять немного водичка, мы все равно сейчас будем замешивать гидроизоляцию. Пока мы замешаем, оно все впитается. Мы сильные лужи не оставляем. После того, как увлажнили стяжку, можно приступить к нарезке сетки стеклотканевой по нашим размерам. Сетка у нас щелочестойкая. Объясню, для чего она нужна. В нашем случае, помимо того, что была сыпучая стяжка, еще есть трещины. И при этом у нас еще есть здесь теплый пол. Поэтому мы будем клеить в любом случае сетку. Это будет огромный плюс в этой работе. Поэтому режем сетку и приступаем к замешиванию гидроизоляции. Если кому интересно, сетку использую Ваутекс фасадная. Раскрываем. Работать мы будем вот так вот сетку нарезать и идти к выходу. Так, в принципе, будет удобнее. У нас 2 метра 4 сантиметра. Мы будем делать 2 метра 10 сантиметров, а по факту будем подрезать. Смотрим обязательно, чтобы концы были ровные. Если та длиннее, ставим от короткой, потому что к нам ближе находится. И отрезаем 2,10. Можно ножницами, кому как удобно, не малярным ножом, все равно я буду по факту. Так, у нас вымеряем, сколько полосок нам надо. У нас здесь 2,94. А сетка у нас метр. Так, поэтому мы 3 полоски нарезаем.
Сетка у нас готова. Приступаем к замешиванию. Для удобства на канистре есть деление по литрам. Так, ставим на солнце и смотрим. Здесь у нас сейчас 3 литра. Я буду делать сейчас смесь ориентировочно на литр. Сильно жидкую тоже делать нельзя, и сильно густую. Нужно делать, ориентировочно, как цементное молочко, чуть-чуть гуще. Замешали до однородной массы, чтобы не было комочков. До вот такого состояния. Берем шпатель широкий и узкий. Берем сеточку. Отмечаем ориентировочно, сколько нам нужно. Затем берем, наливаем нашу гидроизоляцию. Так. Сначала размазываем. Хорошо втираем. Затем берем нашу сетку. И катаем. За канализацию, у которой у нас есть отверстие. Сильно их не замазываем. Потом, когда подсохнет, прорежем все. Накидываем сверху. Обязательно делать в таком порядке.
пользоваться вот таким вот образом. Намазываем там основание в углу, оставляем себе, чтобы было место, чтобы не становиться ничего. Вывернули, помазали, потом уголок отвернули и доделали. What we do here is go back. Ну что, дорогие друзья, на этом этап укрепления нашей стяжки закончен. Она у нас приобрела вот такой вид в процессе подсыхания. Как все подсохнет, спокойно уже приступлю к укладке напольной плитки. Поэтому мой вам совет: нанимайте толковых мастеров, чтобы этого всего не делать. Можно было изначально сделать хорошую стяжку и не париться с такими моментами, отдавать лишние деньги за вот эти все переделки. Еще есть момент: закупайте качественный строительный материал. В нашем случае тут неизвестно, что было. Либо пластификатор плохой был, я не знаю, либо цемент плохой был, либо воды много налили. Но такого не должно было произойти с нормальными строительными материалами. Поэтому всем удачи в ремонте. Имеются вопросы, задавайте в комментариях. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо, до скорых встреч.